Привет, любители, профессионалы, матерые, начинающие, конкуренты, заказчики и все холоднокованные друзья и товарищи. Сразу хочу, чтобы вы и те перевозбудившиеся ульяновские ребята, которые пытались взломать мой аккаунт, обратили внимание вот на этот молодой канал. Ребят все делают честно, просто, по-настоящему, без гламура. Да, у ребят мало подписчиков и просмотров, но поверьте мне, они исправятся. И вот на такие каналы, которые делают реальные вещи, я бы советовал обратить внимание рекламодателям. Конечно, они, как и я, мало понимают в бизнесе, как заметил один дядя из стерильной мастерской. Блять, а у меня не прибрано. Но, ребята, что мой, что их канал совсем не о бизнесе, а о холодной ковке. А мой станок простаивает. Пусть отдохнет, бедолага, он и так перегрелся от комментариев под прошлым роликом. В последнем ролике ребята сделали отличные качели. Добротные, с большим запасом прочности. Да и выглядят они гораздо симпатичнее, чем у дяди из стерильной мастерской. Конечно, в своих качелях они использовали завиток из профильной трубы. Поэтому берем секундомер высокой точности и замеряем, какое количество пердячего пары времени я потрачу на своем станке, чтобы сделать точно такие же завитки. Еще злые языки поговаривают, что если очень долго работать на таком станке, то сзади у вас вылезет что-то очень неприятное. Эту вещь мы также без внимания не оставим, обязательно измерим, но надо будет и покажем. Ну а если у вас есть покупной станок, то можем помериться временем изготовления. Заодно посмотрим, как это отразится на моем здоровье. Как увеличится мой пульс, какое количество калорий я потеряю. В общем, ради эксперимента я готов на все, даже отобрать часы у родного ребенка. Ну и нахрена мне все это смотреть, спросите вы? Сейчас я вам все объясню. Просто на примере этих качелей, зная, сколько мы затратили на валюты и общее время изготовления, возьмем две этих цифры, сопоставим, сравним, прокомментируем. Да, и всегда покупайте качественные дизлайки. При изготовлении своих качелей ребята использовали ровно 6 завитков и 2 бублика. Поэтому мы будем делать просто 8 готовых одинаковых валют. Валюты из 20 или 15 профильной трубы мне сейчас не нужны. Окончания вот такого рода я уже давно не делаю и вам не советую, потому что их невозможно прокрасить. Вот из этих труднодоступных мест всегда появляется ржавчина. Кстати, как с ней бороться, у меня есть ролик, обязательно посмотрите, не поленитесь. Поэтому я сделаю 8 одинаковых валют из круглой трубы. Что из этого получится, сейчас посмотрим. Начинаем мы, как обычно, с раскроя. Используем для этого мою любимую самодельную стойку для болгарки. Кстати, время, потраченное на эту процедуру, мы не будем учитывать. Ну а чтобы все было по-честному, без монтажа и склеек, берем телефон, включаем секундомер и, естественно, никуда не денемся без спасительницы мира синей изоленты. Дальше в работу вступает мое непрофессиональное оборудование. И все, что мы будем делать, это просто сплющим 16 окончаний наших заготовок. К сожалению, я не так гениален, как Серега с канала Адмирал Ковка, потому что этот человек удивляет меня тем, что на все вопросы, которые у него возникают по жизни, отвечает одним способом. Он просто берет и делает новый станок. Станки для холодной ковки, для горячей, ручные, электрические, всевозможные приблуды, а также станки для каких-то бытовых нужд. Все это найдете на его канале, заходите, посмотрите. Мне кажется, в прошлой жизни он был Леонардо да Винчи, потому что с такой легкостью создавать всевозможные приспособления надо поучиться. А в одном из прошлых своих роликов он сделал приспособу для обработки окончаний профильной трубы. Ну а я по старинке все это дело обрабатываю еще с помощью наждака. Кстати, надо будет подсмотреть у него идею и сделать себе что-то подобное. А пока секундомер тикает, денежки капают. В общем, запоминайте цифру, на которой я заканчиваю обработку окончаний. Переставляем приспособу и приступаем к нашей утренней разминке, хотя на часах 20:00. К сожалению, секундомер у нас сбился, поэтому отсчет будем производить по новой, а потом просто сложим две цифры. Проходим небольшое медицинское обследование перед началом работы. Оно показывает, что давление у нас в норме, а пульс 98. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Ну что, ребята, приступаем к самой тяжелой фазе зарабатывания денег. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее держитесь. А если захотите сделать такие же примитивные, но эффективные кондуктора, то у меня на канале есть 2 ролика, посвященные этой теме.
Дальше я буду просто нагонять круги вокруг стола, поэтому смело перематывайте вот на эту цифру. Ходьбу закончится. Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. 3, 4. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, 2, 3, 4. Все, ребята, изготовление 8 валют подошло у нас к концу. Смотрим на получившиеся цифры и обязательно складываем их с теми, которые были у нас до этого. А что со здоровьем, спросите вы? Да ничего, ребят, со здоровьем не случилось. Пульс немного увеличился до 115. Но я думаю, больше напрягся, если бы поднялся по лестнице на 3-й этаж. Так что все в порядке. Ну а теперь, ребята, минутка будущего спонсора. Многие на канале видели у меня самодельный молот. Здесь у меня обыкновенная пустотелая труба. Так вот, ни за что не догадаетесь, чем я ее набил, чтобы придать станку устойчивости. Можете даже не ломать голову, потому что это шок-контент. А набил я ее вот такой настоящей вкусной натуральной белорусской тушенкой. Ровно 60 банок уместилось у меня в этой трубе, станок приобрел устойчивость, ну а я моральное удовлетворение. Потому что получился настоящий неприкосновенный запас на случай войны с хейтерами. Поэтому берите на заметку, потому что очень хорошо рассуждать о бизнесе, когда у тебя в руках большая ложка и банка настоящей белорусской тушенки. Пришло время подводить итоги. Итак, 8 наших заготовок мы сделали всего за 13 минут. Общее количество потрачено на изготовление качели, в моем случае вот в таком варианте, 23 часа. У ребят качели сложнее, больше, поэтому я думаю, и времени они затратили немного побольше. В пересчете на одного человека. Сопоставляем две этих цифры и видим, что всего 1% мы изготавливаем заготовки. Все остальное время мы занимаемся совсем другими делами. И да, пока я их делал, сзади, к счастью, у меня ничего не вылезло. Помогает правильное питание. Многие скажут, что пример для сравнения выбран некорректно. Что бы ты сказал, если бы у тебя был большой заказ с кучей декоративных элементов? Ничего бы, ребят, не сказал. Действительно, если бы у меня был заказ на 300 метров наборного забора, я молча пошел бы и купил станок. Потому что понимаю, что станок будет работать в полную загрузку ежедневно, если у вас в подчинении есть 3, 5, но лучше 8 сварочных постов. Но если вы одиночка, как я, то, скорее всего, будете попросту переставлять его из угла в угол. Недаром же многие изготовители сразу приделают к нему колеса. Ну а на сегодня, ребят, все. Всем удачи, здоровья, прорвемся. Все озвученные каналы рекламировал бесплатно и без спроса. Но я думаю, ребята не обидятся.